Добрый вечер, мои дорогие подписчики. С вами на связи Алекс Урсус на канале Евроазиат. Сегодняшний наш подкаст я хочу посвятить выбору струн. Я не буду вам говорить, что конкретно вы должны ставить на свой инструмент. Эти струны ставь, а про те забудь. Нет. Я хочу подсказать, на какие критерии стоит обратить внимание, чтобы подобрать оптимальные струны, чтобы стало понятно, как какие струны работают и какие струны будут лучше звучать на конкретно вашей гитаре. Сейчас очень много производителей и магазинов, и все они заинтересованы в прибыли, тратят бешеные деньги на рекламу, в том числе подкупают известных музыкантов и блогеров. Соответственно, все, что они рекомендуют, не стоит внимания, так как человек, который получил деньги за рекламу, часто интегрированную, не скажет о негативной стороне товара, иначе за что ему заплатили. Ну а если вы начнете подбирать струны методом все попробовать и найти для себя оптимальные струны, то я боюсь, жертвой этого метода станет только ваш бюджет, а вы еще больше запутаетесь. Я теме струн хочу посвятить несколько выпусков. В сегодняшнем выпуске я хочу уделить внимание акустическим гитарам. Это гитары с узким грифом от 42,5 до 45 мм у верхнего порожка, часто крепящимся к корпусу на 14 ладу. На таких гитарах используются металлические струны, в основном калибром от 10,48 до 13,56. У них другой конструктив, чем на классических гитарах, свои схемы пружин. Есть и акустические гитары с нейлоном, но это вообще отдельная тема. Мне это очень близко, и к ней мы обязательно вернемся в последующих выпусках. Есть некий парадокс, и я хотел бы его объяснить. На дорогих гитарах с хорошей верхней декой, сделанной из массива отборной ели или кедра класса 3A, хорошо и правильно настроенный, с массивной декой и обечайками из хорошей древесины, в идеале из палисандра, правильным покрытием, хорошими накладкой струнодержателем. Лучше, конечно, палисандр или эбен, с хорошим грифом и даже формой головы грифа. Струны можно, а многим даже нужно менять намного реже, чем на дешевой фанерной или частично фанерной гитаре. Давайте разберем один момент. Тембр гитаре дает ее дерево. Сами по себе материалы тоже имеют свой тембр, другими словами окраску. Кто-нибудь видел, как лютье отстукивает деки? Он слушает, с каким тоном и как звонко звучит дека, и очень долго ее настраивает до идеального звука. Он это делает и с верхней, и с нижней декой. Верхняя дека при щипке или ударе о струны, принимая вибрации, воспроизводит звук, насыщенный тембром верхней деки, а также тембром струн. Звук от верхней деки направляется в нижнюю деку, которая в свою очередь также принимает вибрации от струн, верхней деки, грифа, обечаек, и уже в свою очередь она отражает звук верхней деки, насыщает тембр еще большим числом обертонов. Этот процесс происходит непрерывно, пока вибрируют струны. Я к чему, собственно, веду? На хорошей тембристой гитаре совершенно не нужны звонкие струны. Знаете, такие хрустящие, шелестящие струны с колокольным призвуком. Они, во-первых, перебивают тембр гитары, во-вторых, мешают записи или усилению звука на сцене. От струн требуется только, первое, хорошая калибровка, чтобы гитара строила по всему диапазону. Второе, важна однородность материала, сплава, для того, чтобы гитара также максимально правильно строила. И третье, хороший сплав, чтобы гитара звучала мощно и хорошо держала настройку. Поэтому на таких гитарах струны нет смысла менять, пока гитара строит. Многие музыканты для записи используют старые струны и никогда перед записью или концертом не меняют их. Еще на хороших гитарах есть смысл использовать струны с покрытием. Они сразу звучат без дополнительных призвуков и не корродируют. Только в этом, по сути, есть плюс всеми любимых эликсиров. Пока не строят, менять их не надо. А вот с простыми гитарами из фанеры все кардинально по-другому. Сами по себе звучат они глухо. Какого-то выраженного тембра в них нет и не может быть. Только, пожалуйста, без обид. Все мы любим свои гитары. И весь звук им дают как раз струны. Все, ну почти все струны
Особенно фосфорная бронза богата обертонами. Струны звучат ярко, насыщенно. Но весь этот лоск спадает через 2-3 недели. У меня были гитары, которых просто не было слышно на старых струнах. Они нуждались в допинге в виде новых струн, в идеале из фосфорной бронзы. Что у нас в сухом остатке? Хорошим гитарам из массива не требуется частая замена струн. Они звучат на своем, так сказать, здоровье до тех пор, пока струны строят. А вот гитарам попроще нужны новые звонкие струны регулярно. И, на мой взгляд, нежелательно использовать струны с покрытием, иначе глухой звук вы получите уже с момента установки струн. Также сплав струн должен быть максимально звонким, например, фосфорная бронза. Я думаю, на сегодня достаточно. Не забывай подписаться и поставить лайк. Пиши в комментариях. Увидимся в следующих видосах. Всем пока!